Мы с вами живем в совершенно перевернутом мире. Здесь все поставлено с ног на голову. Все шиворот на выворот. И зачастую для того, чтобы добраться до истины, нам необходимо посмотреть под совершенно другим углом. Необходимо все снова поставить с головы на ноги. Прежде чем мы с вами пойдем дальше и займемся окружающим нас миром, мы должны ответить на главный вопрос. Есть ли в наличии тот, кто пойдет этой дорогой? Есть ли субъект действия, субъект рефлексии? Есть ли ты? Если ответ положительный, мы продолжим наш путь. А если он отрицательный? Итак, подлежащее и сказуемое, существительное и глагол. Сейчас доминантой является существительное. Дискретный физический объект. Для положительного ответа на вопрос «Есть ли ты?» сейчас достаточно заполнять какое-то ограниченное пространство. Сейчас достаточно состояния здоровья. И не более того. Но так ли было всегда? Так ли было в традиции? Художник там был человеком, который рисует. Воин был человеком, который сражается. Пахарь был человеком, который пашет. Мы могли совершенно ампутировать и вышвырнуть существительное, оставив глагол. И мы ничего при этом не теряли. Все оставалось на своих местах. Подлежащее было нужным лишь как грамматический нюанс. Прием для удобства речи. И не более того. Если бы ты тогда сунулся куда-либо с этим своим «я», и те древние для идентификации его прибегли бы к своим глаголическим деятельным параметрам, они бы ничего не обнаружили. И то, что предстало их глазам, они бы стерли. Или бы заставили тебя что-то делать. Тот, кто не обрел своего призвания сам и не пошел этой дорогой, должен быть принужден к этому силой со стороны. Досуг и работа. Вот матрица, в которой мы живем сейчас. Только досуг, отдых награждает нас этим наркотическим чувством полноты нашего «я». Его наличие, обретение и сохранение такого щепетильного, аккуратного сохранения. Работа же для нас чревата отчуждением «я», расщеплением его, потерей его по частям, конвейерным образом, опилками. Но так ли было тогда? Для того, чтобы быть тогда, ты должен был быть глаголом. В остальное время тебя не было. Просто быть и все было невозможно. Ты был до тех пор, пока ты сражался, рисовал, строил или играл. Теперь через эту призму, линзу, матрицу мы рассмотрим такое фундаментальное понятие европейских правых, как арий, ариец. Речь идет о ценностях статичных и динамичных, о ценностях наступательных и оборонительных, физических, фиксированных и функциональных. Для того, чтобы человек левой ориентации сейчас
каждый день получал чувство внутренней достоверности того, что он левый, ему необходимо каждый день заниматься профсоюзами, агитацией или чем-то более радикальным. Для того, чтобы исламист чувствовал себя подлинным исламистом, ему необходимо каждый день творить намаз. И как максимум необходимый сейчас, ему необходимо быть террористом. Для человека же наших взглядов, опирающегося на физическое, я бы даже сказал зоологическое понимание расы классического европейца, сейчас достаточно всего лишь раз в день увидеть в зеркале свои белые кудри, для того, чтобы все остальное время посвятить совершенно ничтожному и банальному. Разве что раз в неделю проголосовать за Ле Пена или избить Черномазова. Не более того. Арий. На языке древних греков есть высший, благородный. Если мы в ореоле обитания некой физическим образом идентифицируемой общности, расы, нации, народа, имеем такое понятие, как высший, благородный, значит, речь не идет о физике. Речь не идет о всех. Речь идет об избранных, а не многих. Следовательно, арий и достоинство ария измерялось функциональными, деятельными, глаголическими признаками. Остальное было вторичным. Ар, он же Ур. Вокруг этого корня во всех регионах истории вращались такие значения, как свет, труд, война, огонь. «Хурра!» — кричали воины Чингисхана. «Барра!» — боевой возглас римлян. «Ура!» — русов. Ур на языке тюрков бей. Хварено — небесный огонь, нисходящий на головы арийских царей Ирана. Сказав все выше, я ни в коей мере не хотел унизить это физическое определение расы. Нет, я всего лишь хотел сказать о том, что тот, кто живет стремлением к совершенству всякого творения или волей к великой победе, будет уделять этой физике не более внимания, чем к профилактике мытья рук перед едой. Фаустовская душа. Объять необъятное. Путь от обезьяны к сверхчеловеку. Бег есть направленное падение. Инвиктус сой. Непобедимое солнце. Мы стрелы тоски по иному берегу. Арий. Он для мира, мир для него. Мир ждет его, как женщина ждет своего мужчину, как тинктура ждет своего алхимика, и, возможно, как скверна ждет очищающего пламени. Что есть человек? До него ничего, после лишь прах. Стало быть, человек есть огонь. Фридрих Ницше.